Внимание! В данном видео представленная информация и мнение могут не совпадать с точкой зрения автора канала. Все материалы и данные взяты из открытого источника в Telegram-сегменте, который позиционирует себя как полевой разведчик западных спецслужб. Автор канала не несет ответственности за достоверность или полноту этой информации. Телеграм-канал записи полевого оперативника, который ведется на сербском языке, сделал громкое заявление. В опубликованной информации говорится, что Путин планирует организовать переворот в Армении и устранить Никола Пашиняна от власти, начиная с осени 2024 года. Эта новость вызвала широкий резонанс в армянском сегменте Telegram, где активно обсуждают оперативную информацию, представленную автором канала. Давайте детально рассмотрим эти данные, а в завершение сделаем краткий, но четкий вывод по этому вопросу. Итак, поехали. Прошу прощения за неструктурированную подачу информации в этот раз. Все чувствительные части оперативной информации сокращены до минимума, чтобы младшие коллеги из одной конторы на Лубянке, находящиеся в Армении, не получили повода для новых провокаций в интересах своих северных хозяев против источников утечки или автора данного поста. Оперативная сводка на 17 августа 2024 года по планируемым на сентябрь-октябрь попыткам государственного переворота в Армении из оперативного плана «Прорыв 500». Особая благодарность Олесе и Ворчуну за регулярные оперативные данные с июня 2023 года. Начнем с первого сценария, разработанного российскими спецслужбами. Всего существует 4 плана. Если первый не сработает, будет задействован второй, и так далее, пока не будет достигнут окончательный результат. В период с 1 июля по 16 августа 2024 года на армянское направление отправлено в командировки 114 оперативников ФСБ. Важно! Направленные в Армению оперативники не являются постоянными сотрудниками резидентуры 5-й службы ФСБ Российской Федерации в Армении, не относятся к военнослужащим пограничной службы ФСБ России или Департамента военной контрразведки. Все они были отобраны и подготовлены в течение последнего года, начиная с июня 2023 года, в рамках подготовительных мероприятий для организации госпереворота в Армении и проведения подрывной деятельности и провокаций. Дополнительную краткосрочную подготовку они прошли в Галицинке и Шаболовке по линии оперативной психологии и подрывной деятельности. Специалисты поймут, о каких объектах идет речь. Из 114 командированных 59 являются несунами, то есть носителями армянского языка, с которыми заключены отдельные дополнительные контракты на 2 года на оперативную работу по армянскому направлению. Оплата и командировочные почти на уровне зоны так называемого СВО. Из этого числа 17 человек имеют двойное гражданство и ранее работали в силовых структурах Армении и Карабаха. Было всего 2 отказника, один сбежал из России. Среди этих 59 кадровый диапазон – это оперативники и старшие оперативники. Руководство и начальники отобраны исключительно из числа титульных национальностей России. В случае удачного стечения обстоятельств после завершения 2-годичного контракта оперативникам обещано особое продвижение по службе, плавание и консервация в страны ЕС уже с территории Армении. Важно! Все командированные в Армению оперативники будут использовать легенду уклонистов от службы, релокантов и репатриантов. В Армению они направлены без служебных документов, только с общегражданскими, практически как сотрудники аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ, аналог ОДР КГБ. В случае нештатных ситуаций им рекомендовано разыгрывать уклониста и запрашивать гуманитарное убежище, обращаясь к местным и зарубежным правозащитным организациям с протестами на неправомерные действия армянских силовиков. Составлен рекомендованный так называемой Палатой адвокатов Армении список юристов под руководством бывшего омбудсмена в НКР, юриста Рубена Меликяна, у которого особые отношения с ФСБ России. Эти юристы в случае нештатных ситуаций незамедлительно займутся защитой командированных подрывников за счет оперативных средств службы информации и международных связей ФСБ России. Юристы из Палаты адвокатов Армении будут в сентябре и октябре находиться наготове и поддерживать связь с 2 кураторами от ФСБ,
выпускниками юрфака Галицинки, ранее проходившими службу на территории Армении и хорошо знающими юридическое и оперативное поле в Армении. По их мнению, тактика уклонистов и обращение в международные правозащитные организации за гуманитарным убежищем в случае нештатных ситуаций вполне оправдана. Власти Армении, даже при наличии фактов подрывной деятельности некоторых релокантов, будут вынуждены запускать процедуру рассмотрения вопроса предоставления убежища под контролем международных правозащитных организаций. Подобная тактика неоднократно помогала при отправке на так называемую рыбалку и консервацию кадров ФСБ в страны ЕС. Строго рекомендуется, чтобы командированные релоканты в течение 1-2 лет через юридические фирмы прошли натурализацию и получили паспорта тем, кто не имеет гражданства Республики Армения. Всем недавно командированным сотрудникам ФСБ строго-настрого запрещены прямые контакты с резидентурой и посольством России. Связь и координация будут осуществляться через крышевиков АПС, оперативников под прикрытием в неведомственных организациях, российских бизнес-корпораций и культурных организаций Российской Федерации в Армении. В аналитических докладах за июль и август 2024 года резидентуры ФСБ Российской Федерации в Ереване и аналитического управления службы оперативной информации и международных связей ФСБ отмечается уязвимость и опасность перехвата связи, управления и координации оппозиции с резидентурой из-за поставок соответствующей техники США правительству и спецслужбам Армении. Также подчеркивается регулярность получаемых сведений правительством Армении от властей и посольства США в виде оперативной информации в моменты активизации сил ФСБ и курируемых ими оппозиции в Армении. В связи с этим все средства связи с системой ЗАС будут использоваться исключительно с территории резидентуры, посольства и войсковых подразделений пограничной службы ФСБ Российской Федерации в Армении, а с 15 по 30 октября из территории войсковых частей 102-й базы. Строго рекомендовано не использовать западные защищенные мессенджеры для связи с координационным штабом оппозиции. Составлен список рекомендованных программ P2P и D2D, система Mesh-сеть и несколько мобильных инжекторов под дипломатическим прикрытием уже доставлены. Важно! В легенду репатриантов из числа сотрудников ФСБ еще год назад был включен проект вложений – закупки за ведомственные средства ФСБ, репатриантами ряда земельных участков в Мегре и особенно вблизи деревни Нарнадзор. В оперативных документах проходило как азербайджанское село Нювади для постройки мини-фабрик по производству сухофруктов и завоза туда таких же репатриантов, армянских строителей из России. После первой утечки плана «Прорыв-500» в августе прошлого года данный проект был заморожен, но теперь снова активирован. Второй план – проект «Сырбазан». В период попыток свержения законных властей Армении он будет снова активирован и продолжится до 15 октября, максимум до 30-31 октября, после чего проект будет свернут, несмотря на усилия Роба и Католикоса. Важно! Финансирование нового движения Сырбазана на сентябрь-октябрь полностью ложится на САР, Союз армян России, Ара Абрамяна, Самвела Карапетяна и Габриэлянова. Это цена за неэффективное использование оперативных средств Москвы с июня 2023 по июнь 2024 и за предыдущие провалы. В случае повторного провала до 30 октября Сырбазана и его команду выведут из игры, а против САР и российских армянских олигархов будут применены жесткие санкции. Артур Асатрян, Католикос и Кочарян вновь смогли избежать крупных финансовых обязательств по поддержке протеста. На них возложена ответственность за мобилизацию массовки. Если Сырбазан потерпит неудачу, то в лучшем случае его оставят на текущей должности в его глубинке. Если же будет пролитая кровь, его эвакуируют в Россию, как и обещано, но без назначения на новую должность. Поэтому он заинтересован в эскалации и кровопролитии. Бевер будет полностью интегрирован в новое движение Сырбазана при соблюдении прежних договоренностей с Ара Абрамяном. Бевер готов поддержать кандидатуру Сырбазана или Татаяна на должность временного премьера или другого приемлемого для него кандидата. Москва настойчиво рекомендовала Роберту Кочаряну пойти на компромисс с Бевером, так как без их штурмовиков и штурмовиков банды Артура Асатряна из движения армянских крестоносцев и штурмовиков ВИТа
Они не смогут преодолеть силы МВД Армении в случае эскалации. Однако Кочарян пока не дал согласия на кандидатуру Татаяна вместо Сарбазана, предпочитая видеть в должности премьера своего сына. Вероятно, он согласится на Татаяна лишь в случае угрозы полного провала. В докладной резидентуры ФСБ России за август вновь выражено беспокойство по поводу отсутствия железного триггера для обоснованного рестарта движения Сарбазана. Резидентура предложила нарративы для запланированных сентябрьских протестов под лозунгом «Год без Арцаха после предательства». Среди протестующих карабахцев продолжается распространение нарратива, что для их возвращения, получения российских паспортов и новых гарантий необходимо лишь сменить Пашиняна на Левона Кочаряна или Татаяна, предоставить России контроль над дорогой через Мигри, и все проблемы будут решены. Пока вопрос создания железного триггера для запуска сентябрьских беспорядков остается открытым, и даже резидентура не осведомлена о конкретных планах Москвы. Эскалацию у границ и условия для беспорядков должен синхронно с оппозицией создать режим Алиева. Резидентура настаивает на основном ударе между 15 и 25 сентября. В течение 2 недель планируется разогрев движения Сарбазана, мобилизация людских ресурсов, студентов и штурмовиков, затем обвинение в предательстве Пашиняна и призыв Сарбазана к 21 сентября, в День независимости Армении, освободить страну от позора поражения и одержать первую победу в борьбе за независимость и возвращение Арцаха. В докладной резидентуры ФСБ отмечается, что малые партии утечек оружия к оппозиции, начатые 22 апреля 2024 года, следует объяснять наличием в Армении после войны 2020 года около 15 тысяч единиц пропавшего оружия. В случае применения огнестрельного оружия можно сослаться на то, что оно осталось в руках простых граждан с тех времен. Российская сторона категорически против передачи оружия Беверу и считает, что их штурмовики должны быть использованы исключительно как расходный материал. Новое оружие будет выдано только штурмовикам Артура Асатряна из движения армянских крестоносцев, резервистам Вито и Агановского, уголовникам из батальона Октамберян и Арбат-2, которых малыми группами начали перебрасывать через Грузию в Армению. Их отправка, в отличие от армянских марионеток в апреле-мае 2024 года, осуществляется без информационного шума, чтобы не вызвать раздражение среди местного населения. Они сосредотачиваются в основном в Эчмиадзине и Ереване. Отдельно в докладной отмечается низкий уровень агентурно-оперативной работы в центральном аппарате МВД Республики Армения и в полицейских войсках, в отличие от сильных агентурных позиций в Генштабе Минобороны Армении и СНБ Армении. МВД Армении считается самой трудной и непредсказуемой структурой в процессе организации государственного переворота ввиду специфики самой структуры, личного состава и руководства. Контроль за оперативной обстановкой и регулярные утечки информации из СНБ Армении и Генштаба Министерства обороны Армении в интересах ФСБ по-прежнему без проблем осуществляются через сильные позиции Союза офицеров запаса СНБ Армении и его руководителей. Однако их связи в структурах МВД Республики Армения скомпрометированы и известны руководству МВД Армении. Утечка оперативной информации из структур судебной власти, аппарата Конституционного суда и Министерства юстиции будет осуществляться Эдгаром Казаряном, у которого также имеются особые связи с ФСБ России. Выход на судей в случае новых арестов продолжит обеспечивать тандем Рубина Меликяна и Эдгара Казаряна. По мнению резидентуры ФСБ, для успешного рестарта и контроля ситуации на улицах Еревана необходимо будет мобилизовать 20-30 тысяч человек, которые будут постоянно в движении. Для штурмовых действий все еще потребуется 10-12 тысяч человек. Однако доля вооруженных не должна превышать от 3 до 5 тысяч. Основные действия рекомендовано проводить исключительно в Ереване, чтобы не распылять ресурсы. Также планируется блокировка межгосударственных трасс более подготовленными штурмовиками и синхронизация с бакинским режимом контролируемых очагов вооруженных провокаций, особенно по линии соприкосновения с Нахичеванью в районах Арарата и Мегри. Для информационной поддержки и атаки на армянские информационные ресурсы
По состоянию на 16 августа сотрудники ФСБ провели встречи с владельцами 42 из 78 зарекомендовавших себя пророссийских армянских телеграм-каналов. По словам руководителей этих прокремлевских армянских каналов, приблизительная численность объединенных активных троллей и ботов для атак на проармянские информационные ресурсы составит от 80 до 100 тысяч, плюс еще до 30 тысяч из ресурсов Facebook, преимущественно связанных с дошнаками из США и Канады. Руководящими центрами координации прокремлевских армянских телеграм-каналов для информационной поддержки подрывной деятельности Сарбазана на сентябрь-октябрь ФСБ назначены Мика Бадалян и еще несколько лиц ресурсов. Остальные 38 каналов обязаны следовать курсу координаторов и присоединяться по их команде к каждой акции. Позднее к ним присоединятся и те, с которыми оперативники Лубянки еще планируют провести встречи. Некоторые ресурсы уже получили персональных кураторов. Проект Саркис-Цатурян и его движение пока неудачно развивается для ФСБ, хотя он остается под колпаком, взять его под полный контроль не удается. Это означает, что значительная часть образованной армянской диаспоры в России, а также все, кто не разделяет взгляды САР, остаются вне контроля ФСБ. В продолжении контроля над Саркисом Цатуряном и его движением ФСБ вскоре окажет содействие Эчмиадзин, чтобы вывести Цатуряна из состояния ни рыба, ни мясо. Также проект по разработке Грачи Арзуманяна продвигается медленно. Для его привлечения в команду Кочаряна были задействованы земляческие связи, однако пока безрезультатно. Он, как и Цатурян, предпочитает действовать соло, но без конфликтов с Россией и Кочаряном. С августа 2024 года возникли определенные трудности с доставкой дашнакских десантов из Ирана и Ливана. Иранские власти несколько раз жестко предупредили, что дальнейшее участие иранских дашнаков Тегеран может рассматривать как сотрудничество с Россией по свержению власти в Армении и поддержку российской программы по захвату Зангезурского коридора. Поэтому ожидать большого количества иранских дашнаков сейчас не стоит. И напоследок. Согласно плану «Прорыв 500», в случае провала движения Сарбазана и Роба с 15 по 30 октября в игру будут введены Аршак Карапетян и его финансовый напарник Мигран Погосян. В этом случае ФСБ, курирующая государственный переворот, перестанет действовать в соло и перейдет в тандем с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, запуская самые вероятные кровавые сценарии против Республики Армения с планами полного уничтожения ее государственности и суверенитета. В третьем и четвертом вариантах Кремль уже не рассматривает присоединение Армении к союзному государству, сохранение статус-кво на земле и всей собственности. Для запуска большой крови до 16 августа временной диапазон был отодвинут на октябрь 2024 года по октябрь 2025 года. Однако активные действия Кремля, провокации и давление на Армению после визита Путина в Баку указывают на возможное изменение планов, и к сентябрьским попыткам государственного переворота оппозиции могут присоединиться вооруженные силы России и Баку, не дожидаясь конца октября. Уверенности в стопроцентной победе Трампа у Москвы и Баку уже нет, а срок договоренностей по Зангезурскому коридору между Москвой и Баку истекает в ноябре 2025 года. Если к тому времени Москва не возьмет коридор под свой контроль после переворота в Армении, то в октябре-ноябре следующего года Баку начнет самостоятельный штурм Зангезура уже без учета интересов России, и все договоренности с Москвой будут аннулированы. В этом случае они считают, что у них будет железный аргумент против категорически выступающего против коридора Тегерана. Пока все на бумаге и в оперативных планах выглядит, как всегда, красиво и многообещающе. Однако, когда дело доходит до реальных действий, часто выявляется слабость и уязвимость оперативных подразделений Кремля. Не случайно их план дважды провалился с июня 2023 года, и теперь ситуация такова, что даже самый преданный и любимый союзник главы Кремля со своим кланом может вылететь из игры в конце октября, если не удастся свергнуть власть в Армении в очередной раз. Поэтому в сентябре-октябре клан вместе с церковью пойдет на все, включая кровопролитие, чтобы спасти не только свои активы, недвижимость и богатство. Это их последний шанс получить более или менее приемлемые условия от Москвы в обмен на Мигринскую дорогу, включение Армении в союзное государство и сохранение статус-кво.
В противном случае, по их мнению, Москва пойдет по сценарию 1921 года или, как с Украиной в 2014 году, и запустит третью и четвертую части своего плана с полным дроблением и уничтожением армянской государственности. В заключение отмечу, что следующие 16 месяцев и до конца 2025 года станут самыми тяжелыми и критическими для Армении в борьбе за сохранение своей независимости и суверенитета. Даже в таком жалком, униженном и растоптанном положении у Кремля остается самая сильная карта – армянская пятая колонна со своими кланами. Они не подвели в 1921 году, не подвели в 1998, 1999, 2008 и 2020 годах. Остальное и окончательное слово за коренным населением Армении и преданными идеям независимости Армении здоровыми силами диаспоры. На этом пока все. Продолжаем работать. Постскриптум. Кто бы ни пытался устроить переворот и захват власти в Армении с помощью внешней поддержки иностранных государств, могу заверить вас, у нас будет достаточно сил, чтобы противостоять этим попыткам. Мы также будем действовать против тех, кто осуществляет такие планы из Москвы. Всем, кто в Москве разрабатывает подобные стратегии, советую прекратить их. Здесь не важны ни национальность, ни принадлежность к каким-либо структурам. Мы будем действовать против всех, кто попытается вмешаться, где бы это ни происходило. Не имеет значения, как вы себя называете и какие у вас фамилии. Мы найдем вас. Только мы в Армении решаем, что делать и с кем. Те, кто решит следовать за Робом, Сержем, Татаяном или Багратом, идут против интересов страны. Если народ решит поддержать их, то он рискует оказаться в сложном положении. Предположение о подготовке России государственного переворота в Армении – это не просто слухи. Меня удивляет, насколько много московской агентуры в Армении, на всех уровнях и во всех сферах. Но Армения больше не станет их целью. Их время прошло. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.